Ну что, всем по привету. Сегодня хотел бы поговорить про вот этот вот прекрасный значок. Многие говорят, что это боль начинающих автомобилистов, что с вот этой вот буковкой L, которая означает, что вы learner, что вы ученик, что вы только обучаетесь вождению. Расскажу про ограничения и скажу обратно же про плюсы. Есть, конечно, огромные минусы. Расскажу про самый главный миф и заблуждения, которые делают украинские беженцы, которые утверждают, что если у тебя украинские права и у тебя больше 2 лет до стажа именно украинского, то ты можешь легко ездить с лернером ирландским. Ничего подобного, это самая главная ошибка. Я лично писал в техподдержку, спрашивал, и не только я, уже многие тоже люди, которые снимают видосы, рассказали про то, что нельзя с украинскими правами, хоть у тебя 10 лет стажу, ездить именно с ирландским лернером. Ты не имеешь права, потому что у тебя нет именно ирландских прав, потому что там в условиях говорится про то, что у человека должно быть 2 года именно ирландского стажа, именно с ирландскими правами. Так что все, кто вот так вот ездил, все, кто так себе в голове накрутил, что он может так делать, вы все нарушали закон и правила Ирландии. Можете спорить в комментариях, писать, доказывать. Лично напишите в техподдержку и спросите тех служб, которые за это отвечают. И они вам ответят внятно, и вы поймете, что вы были неправы и делали это. И многие так делают дальше. Они уверяют себя, что если сидит человек, вообще просто сидит взрослый спереди, то значит вряд ли остановит. Нет. Вот эта буква, да, она в чем-то дает большие минусы, большую боль, но она дает и надежду, и ты начинаешь, не то что надежду, а по факту ты идешь, проходишь этот путь сначала и делаешь все по-правильному, и дальше в конце пути у тебя будут полные ирландские права европейского образца, которые принимаются, с которыми ты можешь ездить по всему миру, и они будут приниматься легко и просто, и ты будешь себя чувствовать человеком и знать, что ты в этой стране обучился, и ты на дороге отдаешь себе отчет, что ты делаешь, потому что ты учился по ирландским правилам. Давайте все-таки мы отложим, да, эту буковку. Давайте еще раз покажу свои learner права. Они у меня здесь всегда при себе. Вот они. У меня и у жены уже есть права. Я сейчас жду экзамена. Он немножко сдвинулся, как я понимаю. Наверное, экзамен теперь у меня будет в марте 2025 года. Ну, сейчас уже конец января. Недолго, в принципе, осталось. Рассказываю давайте про ограничения, которые же вот эта буковка всем дает. Смотрите, если вы сдали теорию вождения, вам выдают learner права, то есть права ученика. Что эти права вам дают? То, что вы теперь уже хотя бы, вы уже можете с сопровождающим ездить на машине. Неважно, это твоя машина, либо может быть вашего знакомого. Если машина застрахована, то вы имеете право, если он рядом будет сидеть, вы можете ездить с ним. Плюс у вас открывается доступ к дальнейшему обучению, то есть прохождению обязательных 12 уроков по вождению. То есть вам уже открывается более широкий мир. Следующий момент, что вы уже можете покупать автомобиль свой, если у вас есть деньги. Вот как мы сделали, да, у нас learner, но мы купили свой автомобиль и теперь ездим, да, то есть ездим. У меня есть мой друг, знакомый, да, хороший, который мне в этом помогает. То есть он со мной садится, мы по воскресеньям с ним ездим, 2-3 часика ездим, он меня обучает, то есть чтобы потом на экзамене я как бы сдал все, да, с первого раза. Плюс вождение это такая вещь, где нужно очень много практики. Свои скиллы, свой навык, ты только сможешь его, как говорится, сделать апгрейд, да, усовершенствовать только если ты будешь много ездить, если ты будешь постоянно повторять то или иное действие, тогда ты сможешь как бы себя чувствовать на дороге комфортно. L-ка максимально, конечно, вас ограничивает. Сами вы не можете передвигаться без человека, у которого есть ирландские права,
и которые не new driver, а уже полные права. Как вы знаете, когда вы сдаете экзамен по вождению, то вы еще с буковкой N должны ездить 2 года. То есть это означает, что вы новый водитель. И вот новые водители, они не могут сидеть рядом и сопровождать лернеров. То есть это тоже нарушение закона. Так что вам нужен человек, у которого полные ирландские права. То есть нужно отъездить ему 2 и более года, у него должно быть стажа на ирландских дорогах. Как говорит практика, таких украинцев очень мало, у которых, которые отъездили уже 2 года именно в Ирландии на нью-драйвере, и у них уже полные ирландские права. Их очень мало, практически их нету. Так что все люди, все украинцы, по факту, которые ездят сейчас с L-кой, а некоторые лукавят и берут L-ку вообще не вешают, вообще. И как вы знаете, в Ирландии просто так вас не остановят, то есть только там на чекпоинте, а чекпоинты, как уже многие знают, в большинстве случаев, 90%, а то и больше, они находятся за городом, делают эти чекпоинты. То есть в самом городе чекпоинты очень редко вообще ставятся, делается. Может только происходить, если там какая-то авария, может стать гардой, да, там пропускать, обратно же она просто будет вам говорить, куда поворачивать, что сделать, что случилось, но она не будет вас проверять. Но вот эта вот буковка L, конечно, это как красная тряпка для гарды. Если случайно вы едете вот так вот, да, и они видят, что ты лернер, и рядом никого нету, то есть вероятность, что они могут развернуться, включить сигнальные огни и попросить вас остановиться, чтобы вас проверить. Это, конечно, да, это не обсуждается. Плюс ограничения еще какие. Вы не можете ездить по motorway, то есть по магистралям. То есть вы не можете на них выезжать. Вы можете ехать по городу, по сельским дорогам и по дорогам национального, да, значения. Но по магистралям, на которых, да, максимальная скорость 120 км в час, вы не можете ехать. По национальным дорогам 100. По дорогам, да, которые там меньшего значения, я забыл, как они называются, там 80. В самом городе, да, если это центр, то это 30 километров. Дальше от центра можно там 50-60, не более. То есть вообще по городу, ну, рекомендуется 30-35, там, то есть не более того, потому что если это спальные районы, тоже 30, то есть максимально нужно уменьшать свою скорость. Многие, конечно, этого не делают, я прям сам вижу, как люди бывают, включают газ, не понимая, что они едут по городу, где трафик, где люди, где животные, где дети, кто-то может выбежать, выпрыгнуть в любой момент, но мы не об этом. Мы, конечно же, о лернере. Вот главные недостатки вот этой вот буковки, да, что сам ты не можешь ездить, если сам поедешь, то если тебя споймают, да, если там чекпоинт будет, либо просто тебя остановят, то 160 евро штрафу и 3 балла. Для лернера и для нью-драйвера, если не ошибаюсь, всего 12 поинтов, да, и забирают права. Но для вот этих вот категорий, для лернера и для нью-драйвера, там всего лишь 10. Если у тебя 10 поинтов будет, то у тебя заберут права. Так что никому это, думаю, не нужно. Раз. И два еще. Смотрите, если вас остановили, вы сами, лернер, то в 90% случаях у вас конфискируют, ну, заберут у вас машину на штрафстоянку. То есть в прямом смысле гарда возьмет, заберет ключи. По-хорошему, возможно, с вами же вас, ну, он пересядет за руль и либо может даже попросить вас, чтобы вы, потому что он сядет с вами, да, у него есть по-любому, как говорится, ну, права, и с вами доедет до гарды, вы там оставите машину, заплатите, возможно, штраф, все вот эти дела, и потом заберете ее обратно же самим вы не сможете ее забрать, вам придется человек, чтобы сидел либо с вами, либо чтобы человек забрал за вас машину. То есть это очень частая практика, когда машину ну, то есть берут просто, забирают ее на штрафстоянку, да, и конфискация происходит. Ясно дело, не с концами, а просто забирают ее на период, пока вы заплатите штраф, и кто-то придет, вам поможет забрать. Есть много примеров, это, конечно, касается больше ирландцев, когда просто ирландцы останавливают,
Он показывает, говорит, у меня вот тест, что мне делать, мне нужно ездить на работу, все нормально. То есть он просто объясняет это все нормальным языком и говорит, ну ладно, на первый раз можешь ехать, езжай. То есть бывают такие кейсы очень часто. К мигрантам, конечно, и беженцам, всем остальным не так лояльно относятся. Могут, если хорошо попросишь, реально могут не забрать машину на штрафстоянку, да, могут разрешить тебе доехать до дома, но сказать, что это первое китайское предупреждение, но обратно же впаять 160 евро штрафа и 3 поинта тебе добавят. Просто, что не конфискируют, да, не сделают конфискацию на время твоего автомобиля, да, ну, то есть не заберут на штрафстоянку. Вот это реальный бонус могут они сделать. По факту полностью отпетлять иммигранту либо беженцу от того, если его остановят гарда, и у человека, который рядом будет, у него не будет полных прав ирландских, то это практически невозможно. По-любому вам впаяют штраф, поинты, это в лучшем случае, в худшем еще заберут машину. Вот это такие вот дела, но кто говорит, что вот это, да, красная тряпка, это плохо, это боль для водителей, он тоже лукавит. Тут не все так плохо. Вот эта вот буковка означает то, что вы движетесь вперед. То, что движение – это жизнь, и вы движетесь. Вы приближаетесь к тому, чтобы получить полные права. Вы уже в шаге от этого. То есть, я думаю, что когда ты думаешь в таком ключе, то это намного более греет душу. И ты понимаешь, что вот-вот-вот наступит это светлое будущее, наступит то, когда ты получишь эту энку долгожданную, наклеишь ее и будешь спокойно сам себе кататься. Много украинцев, и есть тут одна украинка, которая записывает, она лернеры, записывает, да, на видео с лернером, видно, что она ездит просто, она потом призналась, что там у нее есть штраф уже, да, у меня был штраф, видно, что она просто сама постоянно в машине, видно, что катается, видно, что лернер, видно, что ей пофигу, то есть, и прямо вот так вот на людях, и за рулем снимает видео, то есть это сразу понятно, что, ну, человек нарушает правила. Она не одна такая, скажу так, что все лернеры, я не могу, да, сам за себя говорить, но я могу сказать с уверенностью 100%, что все лернеры хотя бы раз либо два нарушали эти правила, потому что когда у тебя уже есть свой автомобиль, когда ты его держишь, потому что мой автомобиль это Тони Сопрано, у меня мы назвали его по-серьезному, то охота, конечно же, нажать газ и поехать просто покататься, просто в никуда. Конечно, это давит очень сильно, даже давит ребенок, когда говорит: папа, а когда ты меня уже отвезешь на тренировку, а почему нет, уже машина есть, то есть даже ребенку трудно объяснить, почему уже тачка есть, машина есть, автомобиль уже у нас, но мы не можем в полной мере ним пользоваться. Это печально, это досадно, и, конечно, я еще раз повторяю, 100%, вот нет, думаю, ни одного лернера, чтобы он выполнил все именно по правилам, полностью ездил постоянно с тем человеком, которого там 2 года ирландского стажа, ирландские права, ну невозможно это, тем более, если ты беженец, либо мигрант, у тебя нет друзей, каким в сраку образом ты возьмешь, найдешь себе такого человека, который постоянно бы с тобой сидел, ну невозможно это, я понимаю это, но все равно всех призываю не нарушать закон. Не нарушать закон и ждать, пока все-таки сдать экзамен по вождению, и потом со спокойной душой кататься, ездить, путешествовать по Ирландии. Чего мы сейчас и делаем. У меня будет в марте, наверное, ну потому что у меня написано на сайте, ориентировочно даты предложения, ну, по экзамену будут с 27 февраля. Это уже понятно, что если 27 февраля, еще пока без никаких сообщений у меня не было, значит они предложат уже на март. То есть это, может, в середине марта где-то выберу, чтобы больше попрактиковаться, чтобы сдать с первого раза. У жены там где-то будет, наверное, середина лета, где-то, я думаю, в июле, наверное, ей предложат сдавать, потому что мы уже ее тоже записали, то есть мы будем я и она будут сдавать в одном городе. То есть к чему все это, да, к тому, что кто говорит, что это, да, как бы такая, ну,
красная, да, тряпка, что это жесть и печаль и груз для водителей, да, это в чем-то правда. Но эти ограничения, они же временные. То есть вот эта буковка, она временная. Если ты все правильно сделаешь, то эта буковка превратится в N-ку. И у тебя уже будет полностью свобода. Свобода, ты можешь ездить по магистралям и везде, везде, везде. И никто тебя уже просто так за N-ку не будет останавливать и спрашивать. То есть, если лернера могут остановить и спросить, предъявить, как говорится, покажи, отчитайся, где тот человек, который должен сидеть рядом, то с N-кой уже никаких проблем у тебя не будет. Вот эта L-ка, видите, это даже вот скотч. То есть у меня это, она сзади, это я оторвал. Сзади здесь они магнитные. Я именно не на стекло клею, вот это вот, да, которая сзади должна быть. Я именно ниже стекла, то есть, ну, на багажник клею. Так это тоже можно, это доступно. Спереди у меня приклеено тоже на скотч, чтобы не отпадало. Рядом здесь Audi стоит тоже лернер. То есть у нас тут два лернера в ряд. Для меня вот эта буковка, да, это наоборот то, что я вижу, что я движусь в правильном направлении, то, что в будущем у меня будут полные права, и то, что я не приношу никому никакой дискомфорт, не дай бог, не создаю никаких ситуаций, да, сложных, печальных для себя. Вот представьте, я представляю, оставляет, вот я везу, не знаю, там ребенка на тренировку, останавливает меня гарда, вы представляете, то есть еще ребенок спереди, я лернер, то есть, ну, вы понимаете, то есть это максимально, ну, печально даже в глазах, чтобы так смотрели на тебя, да, гарда, то есть полиция Ирландии, и самому себе я понимаю, что это нарушение, это плохо будет влиять на потом дальнейшее, даже, чтобы, если ты будешь подаваться на гражданство, либо на натурализацию, это не красит тебя никак. Здесь с этим все строго, и к мигрантам, с беженцам очень такое, знаете, ну, пристальное внимание, когда ты подаешься на какой-то, да, там, ВНЖ и так далее. Так что L-ка лично для меня, она дает возможность, и она открывает тебе новый горизонт для того, чтобы ты стремился к чему-то, кому-то. Я не вижу в этом огромного минуса в общем, потому что этот минус, обратно же, он временный. Чем быстрее ты пройдешь 12 обучающих уроков обязательных, чем быстрее ты запишешься на экзамен, чем больше ты будешь покупать еще, да, у инструкторов практику, потому что 12 уроков это ни о чем, ребята, ни о чем. Это для тех, у кого реальный был стаж в Украине, тот, кто хочет реально перерегистрироваться, ну, сделать себе ирландские права, он проходит не 12, а 6 уроков всего лишь. У того, у кого реальный опыт, да, ему 6 уроков вполне хватит, чтобы потом сдать экзамен, да. Но мне, как новичку, в прямом смысле, студенту, да, потому что у меня не было никогда водительских прав, никогда не было машины вообще, то есть впервые за 35 лет вот это все я сам делаю, езжу, катаюсь, то есть все эти моменты делаю я впервые. Вот мне, конечно, никак я не могу за 12 уроков обучиться, вот никак. То есть и я дальше, да, вот мне мой друг помогает, по воскресеньям мы с ним ездим, максимально сколько у него есть свободного времени, чтобы я максимально научился и чтобы максимально сдал экзамен. Скажу честно, ну вот мы покатались, он мне говорит, ну блин, ну сейчас, если бы ты сейчас прям именно сейчас сдавал бы, да, то ты, конечно, бы не сдал его, потому что там есть пару грубых ошибок, которых я допустил, когда мы ездили, которые недопустимы для экзаменатора, то есть их нужно просто мне немножко просто быть внимательнее, понимаете? Для экзаменатора главное быть вот так вот. Ты должен как камера 360 быть просто, вот так вот. Ты должен постоянно в зеркала, постоянно. Перед поворотом, когда включаешь именно поворотник, ты должен посмотреть в зеркало, куда поворачиваешь, только потом поворотник нажать. То есть там много нюансов, которые нужно просто выработать. А чтобы их выработать, нужна практика. Так что, ребята, сдавайте на лернера. Теорию, плейлисты у меня есть, где я рассказываю, показываю свой путь. Он продолжается, но скоро он именно дойдет до своего финала. Конечно, финал будет после того, когда я получу New Driver, откатаюсь 2 года и потом поменяю вот эти вот New Driver на полные права, и когда смогу с честной, свободной душой снять эту N-ку и просто ездить без каких-либо этих буковок.
Так что, конечно, цель такова. Я думаю, она будет достигнута рано или поздно, потому что мы настроены серьезно. Серьезно. И еще раз повторяюсь, L-ка это временный дискомфорт, если у вас есть голова на плечах. Это все временно. Временно, как и у нас, временная защита. Так что, ребята, берите свою жизнь в кулак, сдавайте, даже если у вас нету пока автомобиля, сдавайте на Learner, у вас будет мотивация, потом идите, езжайте, проходите обязательные уроки, и с вот этим всем вот экспириенсом вам захочется, поверьте, быстрее купить машину и быстрее получить себе полные ирландские права. Всем добра, позитива. Learner это только начало пути.